Приветствую, друзья, с вами YouTube канал Молочете. В этом видео я покажу, что необходимо проверить в первую очередь. Самое простое, что необходимо проверить в первую очередь, если у вас наблюдаются следующие симптомы. Например, у вас двигатель периодически самопроизвольно останавливается, либо иногда просто не запускается без каких-либо на это причин, либо имеются какие-то плавающие проблемы, которые на самом деле выявить очень и очень сложно. Это является одними из самых неприятных неисправностей для автоэлектриков, когда проблема носит плавающий характер. И, как правило, когда приезжаешь к электрику, этих проблем нет. А как только уехал, то сразу же начинают проявляться эти неисправности. Также, например, если двигатель у вас иногда подтраивает, либо иногда работает нестабильно, причем это носит какой-то самопроизвольный характер, то есть 2 дня может двигатель работать нормально, а на 3-й день симптомы могут возникнуть снова. Либо блоки управления двигателем начинают появляться коды неисправностей на разные датчики, на разные системы. Вы их удаляете, некоторое время их нет, но потом они снова проявляются. Это же относится к частым ошибкам по датчику положения распределительного вала. В общем, все возможные проблемы, которые проявляются не всегда. Ну и самое основное, если просто без причины у вас останавливается двигатель. В таких случаях в первую очередь необходимо открыть блок предохранителей. На разных автомобилях он может находиться в разных местах, иметь разную форму, но вам необходимо найти в списке, который, как правило, размещен на внутренней стороне крышки блока предохранителей, вам необходимо найти главное реле. Оно может называться по-разному, но обычно это главное реле, либо реле зажигания. В данном случае оно у нас находится вот здесь. Через это реле запитываются все основные узлы системы управления двигателем. А как правило, реле полностью редко выходят из строя, у них обычно либо подгорают контакты, либо образовываются кольцевые трещины в пайке, и тем самым там нарушается контакт. Контакт становится нестабильным, его сопротивление нестабильно, и в моменты, когда вы просто едете по трассе, у вас двигатель мгновенно останавливается. Либо наблюдаются какие-то другие проблемы, которые возникают из-за падения напряжения в этом самом реле. Что делать в этом случае? Например, вы где-то на природе, либо посреди трассы. На большинстве автомобилей реле взаимозаменяемы. Поэтому просто необходимо извлечь главное реле. А на его место установить любое другое подходящее реле. Наиболее хорошо для этих целей подходит реле обогрева заднего стекла. Это самый лучший вариант, потому что если мы возьмем, например, реле с вентилятора системы охлаждения, и при перегреве двигателя у нас не включится вентилятор охлаждения, это будет очень довольно неприятная ситуация. Либо, например, не сработает в нужный момент звуковой сигнал. Ну, в общем, я думаю, вы суть поняли. Наиболее лучший вариант – это установить реле от обогрева заднего стекла. Поэтому просто берете опять же эту самую крышку блока предохранителей с вашего автомобиля и ищете реле, которое отвечает за подогрев заднего стекла. На данном автомобиле вот оно. То есть просто берете это реле и переставляете его на место главного реле. Все, после этого, если у вас двигатель не запускался, пробуйте запустить. Если у вас возникали ошибки по датчику распредвала, либо были какие-то другие проблемы, которые были не постоянно, просто некоторое время наблюдайте. Если данные проблемы больше не возникали, тогда просто покупаете новое реле и устанавливаете его на свое место.